Ванакам, мои дорогие. Ну, как видите, вот я решилась открыть свою долгожданную рубрику, которая так и будет называться «Вопрос-ответ». То есть я готова всегда ответить на ваши вопросы. И не только я, смотря кому вы задаете на этом канале. Как я уже всегда говорила, вы можете задать вопросы моему супругу, вы можете задать вопросы и поинтересоваться у духовных лиц Индии, если вас интересует какой-то конкретно принципиальный вопрос. Сердечно благодарю то, что вы задаете эти вопросы, пишите мне в личку, под видео задаете вопросы. Они бывают очень такие интересные темы вы поднимаете. Огромное спасибо некоторым моим подписчикам, моей замечательной, любимой виртуальной подруге Людмиле, Светлане, Татьяне. Спасибо вам огромное. Вы прям вот мотивируете меня. Давайте вернемся к основному по вашему вопросу. Вот мое лицо. Да. Вы спрашиваете, значит, канал у меня с лицом или без лица? Да нет, он с лицом. Как видите, с лицом все нормально. Я его не прячу. Но моя задача, понимаете, продвигать не свое лицо, да, а духовные знания. Я считаю, что Индия настолько богатая страна, во всех этих смыслах богатая. Но меня в части интересует именно Индия богатая с точки зрения духовных знаний. Индия является прародителем очень многих духовных знаний. Сюда приезжают люди со всего мира, те, кто ищет именно духовную составляющую в человеческой жизни. Кому интересно узнавать что-то очень глубинное, что-то очень такое сакральное, конечно же, это всегда будет выбор в сторону Индии. И с этим даже бесполезно спорить, потому что это единственная страна, и поэтому так я и назвала свой канал «Индомания». Да? То есть это единственная страна, которая людей так притягивает своими духовными поисками. Какой это духовный поиск, мы еще с вами поговорим, потому что здесь тоже всего хватает. И зная о том, что Индия сконцентрирована на йоге, аюрведе, духовных знаниях, индуизме, астрологии, аюрведы и всего, чем только она не богата. Поэтому, конечно же, есть свои плюсы и свои минусы, как везде. Об этом мы, безусловно, еще поговорим. Еще раз повторюсь, я не скрываюсь. Вот мое лицо. Второй вопрос, который вы мне задаете. Я, честно говоря, поначалу была удивлена, что вы задаете мне такой вопрос, но потом подумала, что чем больше я стала выкладывать контента, частично связано с индуизмом, ну не частично, а с индуизмом, с ведами, Шива Пурана. А кто я по вероисповеданию? Я, безусловно, с огромным уважением отношусь к индуизму. Мне откликается в душе все это. Я достаточно хорошо разбираюсь в индуизме, в ее концепции, философии, и поэтому индуизм мне в духовном плане очень близок. Отношение мое, ну это, как вам сказать, это мое личное. Но у меня, помимо этого всего, есть свое личное отношение к религии. Вот тут, как говорится, нужна барабанная дробь. Да? Как это так? Да? Все про веды, про ведическую мудрость, про ведическую философию. На моем канале так много. А вот тут вот я такое вот неожиданно говорю. К религии у меня отношение к любой. Я, как человек, который свой путь в Индии начала с науки, хочу вам сказать сразу, что я религию, любую, абсолютно любую религию, считаю инструментом влияния на массы. Это абсолютно научно обосновано. Это не плохо, не хорошо, это просто констатация факта. Да? Эта планета пока сегодня жива и населена огромным количеством людей, благодаря тому, что во главе этого вопроса стояло управление именно с точки зрения религиозного управления.
То, что мы сейчас имеем, там 21 век, 20 век, частично 19, это все, понимаете, слишком мало для истории эволюции, чтобы мы могли оценивать те инструменты, например, там демократии, коммунизма, еще чего-то. Этого недостаточно. А вот количество управления религиозным, в религиозном, точнее, контексте, вот тут-то да, тут мы уже понимаем, что последних 300 лет только мы чуть-чуть религию отодвинули. Да и то, смотря где. Также я никогда не верю в атеизм в чистом виде. Потому что, знаете, как в той знаменитой фразе, перед крушением на самолете атеистов нет. Человеку, безусловно, нужна вот эта вот духовная составляющая, пускай даже она у него внутри оживает только тогда, когда происходит какое-то бедствие, понимаете? Допустим, там война, смерть близких людей, тяжелая болезнь. Знаете, даже атеисты начинают верить в то, что они раньше никогда не верили. Я много раз это видела. Поэтому к религиозному контексту я отношусь с уважением, к любой религии. Что касается лично меня, за много лет своего поиска я как бы не сопротивлялась этому. И тут барабанная дробь. Я больше скажу, если вам так удобно это воспринимать, да, к какой же религии я отношусь. Я, наверное, в чистом виде шиваитка. Я с огромным уважением отношусь к шиваизму. Как я к этому пришла? К шиваизму я пришла именно таким образом, что мне отвечает внутри, что отвлекается. Вот Шива – это тот аватар, который я хорошо на уровне вибрации своей души очень хорошо его чувствую, ощущаю. Мне это очень сильно откликается в моей душе. В следующем выпуске я обязательно вам отвечу на вопрос про свое вегетарианство, которое вы мне многие задаете вопрос, да, про Гималаи многие задают мне вопрос, и затронем тему современной Индии, мне многие спрашивают, да, то есть есть ли в современной Индии до сих пор ли развита кастовая система. Вот на эти 3 вопроса я вам обязательно дам ответ в следующем выпуске. До новых встреч!